Драматическая история пары, которая, спустя долгие годы безуспешных попыток, наконец, становится родителями. Но когда ребенок рождается с черной кожей, муж обвиняет жену в измене и уходит, отказавшись провести ДНК-тест. Спустя много лет попыток Джек и Белла наконец-то стали родителями. Они прошли через годы надежд, разочарований и болезненных ожиданий, но долгожданный день рождения их сына превратился в шок и недоумение. Малыш родился с черными глазами и смуглой кожей, что привело Джека к мысли о предательстве со стороны жены. Однако спустя 3 года ДНК-тест раскроет правду, которую никто не мог даже вообразить. Джек с нежностью смотрел на своего новорожденного ребенка и жену, но спустя мгновение радость сменилась подозрением и гневом. Мысленно он уже обвинил Беллу в измене, чувствуя, как кипит обида. Его любимая супруга плакала, умоляя его поверить в ее невиновность. Однако все ее слова казались ему лишь оправданиями. Джек и Белла поженились вскоре после окончания колледжа. Они вместе строили карьеру, приобрели уютный дом и, казалось, шли по плану, мечтая о семейном счастье. Но их усилия завести ребенка не приносили результатов, что стало настоящим испытанием для отношений. Белла чувствовала себя опустошенной и несчастной, считая, что подвела Джека. Каждая неудачная попытка разрушала ее изнутри. Спустя 2 года обследований и анализов, врачи так и не смогли объяснить, почему пара не может зачать ребенка. Джек предложил взять паузу, чтобы снизить напряжение, но со временем это решение начало тяготить Беллу. Несмотря на временное согласие с мужем, она продолжала надеяться на чудо и потихоньку делала тесты, пряча их отрицательные результаты. Несколько месяцев спустя Белла начала чувствовать странную усталость и легкую тошноту. Ее сердце подсказывало ей, что случилось чудо. Со страхом и надеждой она сделала тест на беременность и, увидев положительный результат, разрыдалась от счастья. Сквозь слезы счастья Белла помчалась к Джеку, обняла его, смеясь и плача одновременно, показала тест на беременность. Джек, увидев положительный результат, испытал неописуемую радость. Ему трудно было поверить, что их мечта стать родителями, наконец, сбылась. Хотя изначально Джек был готов смириться с мыслью о жизни без детей, теперь он чувствовал, как невообразимое чувство счастья переполняет его. Они начали вместе готовиться к рождению малыша, и каждая новая деталь, от выбора имени до покупок для детской, делала мечту все более реальной. Первые месяцы беременности оказались для Беллы нелегкими, ее тревожили сильные приступы тошноты, а Джек, похоже, был менее вдохновлен будущим отцовством, чем она ожидала. Белла боялась, что он так и не пришел к полному осознанию их нового положения дел. Однако УЗИ в середине беременности стало переломным моментом, когда пара узнала, что у них будет мальчик, и они назвали его Мейсоном. С этого момента все, казалось, стало на свои места, и Джек начал активно участвовать в подготовке к рождению сына. Когда наступил день родов, Белла была полна волнения и радости. Джек был рядом, поддерживая ее. Наконец, после долгих часов ожидания, их сын появился на свет. Однако радость мгновенно сменилась шоком, когда Белла заметила, что малыш был чернокожим, несмотря на то, что и она, и Джек были белыми. Акушерка уверила Беллу, что это ее ребенок, но Джек немедленно обвинил Беллу в измене и покинул комнату. Оказавшись дома, Белла предложила Джеку сделать тест ДНК, чтобы доказать свою верность, но он отказался, считая, что результат очевиден. Он отвергал этого ребенка, и Белла чувствовала себя подавленной. Однако на следующий день что-то в настроении Джека изменилось, он предложил ей прогуляться в парк, чтобы отдохнуть и обдумать ситуацию. Белла почувствовала облегчение, когда Джек пригласил ее в парк, надеясь на восстановление отношений. Они сидели на скамейке, и Белла держала Мейсона на руках. Проходившая мимо старушка остановилась и по-доброму улыбнулась, похвалив их за усыновление ребенка. Белла была в замешательстве, а Джек напрягся и, ухмыльнувшись, сказал, что привел ее сюда, чтобы она поняла, их жизнь будет полна косых взглядов и вопросов, так как ребенок явно не похож на них. Он заявил, что не хочет иметь ничего общего ни с ней, ни с чужим ребенком, и что собирается уйти. Белла умоляла его остаться, но Джек оставил ее, собрав вещи и оборвав все связи. Оставшись одна, Белла столкнулась с непростыми испытаниями, воспитывая Мейсона в одиночку. Ей пришлось найти силы, чтобы двигаться дальше и научиться быть самостоятельной. Со временем она злилась на жестокость и холодность Джека, вспоминая,
как он даже не удосужился сделать ДНК-тест, когда у него была возможность. Годы спустя, когда она постепенно успокоилась и научилась жить самостоятельно, ее жизнь вновь обрела смысл. Однажды вечером, когда Белла укладывала Мейсона, в дверь постучали. На пороге стоял Джек с заплаканным лицом. Белла хотела закрыть дверь, но решила все-таки дать ему шанс и выслушать его. Джек рассказал историю, в которую трудно было поверить. Его отцу потребовалась пересадка костного мозга, единственным его родственником на тот момент был Джек, но тесты показали, что Джек не был биологически сыном своего отца. Тогда Джек и узнал правду. Его мать, много лет назад, изменила своему мужу с чернокожим мужчиной, и Джек был результатом этой связи. Она скрывала это всю жизнь, пока несчастный случай с отцом не открыл тайну, разрушившую не только их семью, но и брак Джека и Беллы. Белла была шокирована, узнав о причине, по которой их сын родился с черной кожей. Она осознала, что ее брак разрушился из-за лжи, и почувствовала жалость к Джеку. Однако прощение нужно было заслужить. Его отказ в прошлом пройти ДНК-тест показал, что его любовь и доверие не были так крепки, как ее. Теперь Джек умолял ее вернуться и простить, но Белла знала, что слишком поздно. Она напомнила ему, что он имел шанс доказать свою любовь, но вместо этого предпочел жестокость и упрямство. Белла пожелала Джеку справиться с его проблемами, но она больше не хотела быть частью семьи, которая построена на лжи и обмане. Теперь ее жизнь и жизнь ее сына принадлежали только им двоим, свободным от боли, принесенной прошлыми обидами. Прошел год, Белла была дома одна, с малышом, когда в дверь квартиры позвонили. Казалось, что звонок разорвется от настойчивости и нетерпеливости нежданного гостя. «Кто это может быть?» — подумала Белла. Она как раз кормила малыша. Ребенок стал беспокоиться от громкого звука, и она не стала класть его в кроватку, а вместе с ним поспешила к двери. «Кто там?» — спросила несмело. «Это я, Джек, открой». Девушка почувствовала прилив радости и тут же открыла дверь. Джек ворвался в квартиру с букетом ее любимых цветов и прямо у порога упал перед ней на колени. «Белла, прости меня, теперь я все знаю. Ты ни в чем не виновата. И малыш, он мой сын, теперь я в этом не сомневаюсь». «Джек, подожди, не все сразу. Ты меня прямо огорошил. Пойдем в комнату, что стоять в коридоре. И дверь закрыть нужно, а то соседей испугаешь». Малыш удивленно смотрел на Джека своими большими синими глазами. Парень взял его на руки и стал целовать в смугленький лобик и щечки, в курчавую черную головку. «Здравствуй, сынок, какой ты у меня красивый. Я твой папа. Теперь мы всегда будем вместе. Я тебя никогда и никому не дам в обиду, и твою маму тоже. Вы у меня особенные». Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. До свидания.